Ходили слухи. Что камера у него говно. Что это была не просто больница. Воу-воу-воу-воу-воу. Низги не видно. А вот и она, старая заброшенная больница, которая работала в 1980-х и в которую я сегодня пойду, чтобы снять видео для моих зрителей. О май goodness. Какое фиговое освещение. Ладно, идем. Фигли. Дверь заколочена, мне нужно найти способ убрать эти доски. Есть кто живой? Или не живой? Как ты быстро бегаешь. Just I'm like it. Медленно и неуверенно. Чувак, ты вломаешься в заброшенную больницу. Вообще просто в заброшенное здание. Даже не подготовившись. Я слышу шепотки. Окей, пока ничего страшного, кроме звуков. Да чё такое? Кто там шарудится? Я бы ни за что в жизни сюда не попёрлась. Особенно на закате. Или это рассвет? Сложно сказать. Чувак, что ты рассчитываешь тут найти? Кроме неприятностей. Да-да. Меня активно пытаются напугать звуками, но пока что я не чувствую реальной угрозы, если честно. Я даже не знаю, зачем я сюда приперлась. Бомжей попугать? Я должна найти что-то, чем можно вскрыть двери. Это так тупо, чувак. Да ладно, тупой фонарь. Просто великолепный кусок дерьма. Черт, какого хрена это было? Go away. Кажется, на столе лежит ломик. Сигналка, нужно вернуться к машине. О, светает. Так он приехал все-таки утром, а не ночью. Ладно. Довольно освежающе, как для типичного хоррора. Выкручивать гамму в этой игре опасно. Для глаз. На самом деле, утро в лесу может быть не менее пугающим, чем ночь или вечер. Особенно, если ты заблудился.
Нужно подойти ближе, чтобы отключить сигнализацию. Она старая и не ловит далеко. Перед отъездом я хотел установить новую, но... что-то пошло не так, да? Ну окей. Так-то лучше. И... Из моей тачки что торчит окровавленный топор? Кто мог это сделать? Похоже на предупреждение. Нужно решить, заходить или мне в здание, или лучше просто поехать домой. Поехали домой! No fuck this shit. Тим испугался за свою жизнь и уехал отсюда подальше. Мы уже ездили домой. Теперь пора зайти внутрь. Я не знаю, почему подобные игры перестали меня пугать. Меня не пугает даже тот факт, что тут может быть реальная угроза. Ну как реально? Я имею в виду реальная угроза для нашего персонажа. Понятное дело, что не для меня в реальной жизни. Зомби? Серьезно? Кто это был такой? Такое ощущение, будто он хотел мне что-то сказать. Надеюсь, он не сможет зайти сюда. Блин, низги не видно. Снаружи начался дождь, кажется, вовремя я зашел. Крыска! Чёртова крыса напугала. Чувак, хватит материться, ты достал уже. Каждый русский разработчик считает своим долгом ставить маты в игру. Хотя, конечно, англоязычные разработчики тоже так поступают. Зачем ты сюда вообще полез? Я понимаю, контент и все дела, но... Обычно в такие места ходят с оператором, а не в одиночку. И не только потому, что это жутко. Потому что так удобнее. Можно быстрее наснимать больше футажей. Там кто-то выглядывал из-за угла. Если бы ты не сказал, я бы даже не заметила этого. То бишь, ну да, я этого не заметила. Майк, я не могу поверить, что они закрывают нас. А что насчет местных? Куда им теперь обращаться за помощью? Другая больница находится очень далеко отсюда, сотни километров. Странно, судя по бумагам, наши спонсоры были более чем щедры в отношении нашей больницы. Нехватка финансирования? Дерьмо собачье, Алекс. Это реально странно. Они решили закрыть единственную больницу на сотни километров вокруг. Почему? Ребята на форуме писали, что в 80-х годах неподалеку от этой больницы пропадали люди. Записка датирована 1985 годом. Оу, мы узнаем. Mysterious Story. Ух. Кто все эти люди? Что за оборудование, которое они увозят? Я никогда не видел такой аппаратуры. И мешки. Клянусь, они выглядят как мешки для трупов. Но мы же обычная больница, у нас тут даже морга нет. Откуда взялись мешки для трупов? Что происходит? Не, все равно мне нравится атмосферненько так. Какого черта это было? И саунд-дизайн классный, да. Наверное, единственное, что меня тут пугает. Я тут вообще была? Да, блин, открывайся. Единственный минус в том, что я не понимаю в большинстве случаев, что мне тут делать. Вот сейчас мне нужно что-то найти или мне нужно просто куда-то прийти?
Видишь, я бы заклад, тут есть ачивка найти все постеры с пропавшими людьми. Но один постер в лесу я просто не смогла потрогать. Он был некликабельный. Ты, в принципе, пофиг мне на ачивки в таких играх. Исчезновение, мешки для трупов, оборудование. Так, ладно, теперь мне не по себе. Это должно было быть с самого начала не по себе. Там будто кто-то плачет. Активные кирпичи. Что это? Не смотри вверх. Тут написано не смотри вверх. Привет! Пока меня не заставляют убегать от этих существ, которые шандырятся по коридору, мне вообще плевать. Да-да. Что за фигня? Oh no! So scary! What's happening? Блин, невидимая стена была. То есть, серьезно, они уехали, оставили своих подопытных тут? Так я и поверила. Они бы тут спалили все дотла. А разве что это прям дичайшая халатность. Что за... Откуда этот мишка тут взялся? Что за странный рисунок? Что это значит? Так, эта комната выглядит знакомой. Наверное. Так, шуршат там, значит, туда и пойдем. Я иду. Похоже на коридор, в котором я уже был. Знакомые часы на стене. Где-то рядом с ними должна быть дверь. Спасибо, чувак, что не заставляешь меня ориентироваться во всем этом. Какого черта это было? Я за тобой идти, дружок. Мне нравится, что здесь нету патрулирующих монстров, потому что хорроры, выживастики с какой-то патрулирующей фигней мне, честно говоря, совершенно не нравится, потому что это максимально ленивый способ создавать игры. Так, а куда он побежал? Ключ. Было бы, наверное, хорошо, если бы я ходила здесь и тряслась, как осиновый лист. Но, увы, этого не будет. Угу. Я тебя понимаю, бро. Да, атмосфера классная, но она, блин, рассыпается, как картонный домик. Когда ты ходишь полчаса по одним и тем же коридорам и тыкаешься куда-то. Что это за место? Не знаю. Дальше своего носа не видно. Вообще, как он без фонарика ориентируется? Сколько людей, мужчин, женщин, детей. И ради чего? Зачем мы все это делали? С самого начала я знала, что это все
Фигня собачья. Чего хотел добиться этот доктор Борков? Я думаю, что ему просто нравилось мучить людей, ему нравилось пытать людей. Я рад, что они закрывают проект «Но кровь на наших руках». Я не думаю, что нам удастся их смыть. Для кого ты оставлял эти записки? Низкий не видно. Я вижу свое отражение, блин, на мониторе. Спасибо, у меня свой. Так, ни черта нет. Ты куда, дружочек? Опять тупик какой-то. Я не собираюсь читать стену текста. Это неинтересно. Тем более все записки звучат так, как будто они написаны были одним человеком. Фактически так и есть. Их написал один человек. Что это за запах? Прикольно. Что это такое? Эти штуки, они громадные. Очень надеюсь, что они не живут. Что они не живые, ты хотел сказать? Может быть. Так забавно упакованы пяточками в камеру. Кто вообще так сидит? Видимо, у них пятки были слишком длинные, пришлось им их сломать, чтобы они за стекляшку не выходили. Не знаю, у меня другого предположения нет. Записулька. Последнее испытание, да-да-да. Сюжет крайне типичный. Эксперименты? Что это? Труп, рядом с ним лежит записка. А кассету ты не видишь, да? Канистра, генератор, свет. Кто-то подсказывает, как включить электричество? Да. Канистра, генератор, свет. Где я в этой теме не найду тебе канистру? А, вон канистра. Еще записулька. Если интересно, читайте. Мне не интересно.
А вот и канистра с топливом. Теперь нужно найти генератор. Да-да. Вы что-то хотели? Чё приходили? Та-та-та-та-та-та. Есть предположение, что стоит идти по кабелю. Ну, плюс тут был скример. Угу. Генератор. Топливо залил. Где-то должна быть кнопка запуска. Вот это? Да будет с... Что за звук? Будто упало что-то огромное. Не знаю. И продолжает падать. Там заработал телевизор. Нужно проверить, смогу ли я посмотреть ту пленку. Как удобно. Давай. Ни черта не видно. Мне пришлось поднять яркость в игре, чтобы хоть что-то видеть. Но походу из-за этого мы не посмотрим кассету. А не, вот что-то стало видно. Пересвет просто дичайший. Привет, эпилепсия. Это просто лысый мужчинка, чувак. Это запись тех экспериментов, которые здесь проводились. Они, правда, проводили опыты над людьми. Ты по 1001 записке этого не понял, чувак? Это просто ужасно. Пещера. Докуда, товарищ, ты собираешься лезть? По-моему, люк уже больше, чем нужно. Записулка. Там был скример. Ладно. Там чья-то камера. Угу. Трейлер игры, что ли? Съемка в стиле пьяный мастер. Это енотики, покорми их с собой. Опять же, пример того, как я должна проходить эти игры. Ах, это анимация. Какого хрена? Я узнаю место из видео, уже был там. Это Мишка Тедди на столе. Ладно, с меня хватит, нужно сваливать отсюда. Пора выбираться. Ну, наконец-то. Вообще, я уловила тут вайбы фильма «Карантин». Судя по звуку, отключился генератор. Просто великолепно. Да ладно, ты сам хорошо видишь в темноте. Зачем тебе генератор? Удивительно, что он вообще запустился. Непонятно, какой-то временной промежуток, но, судя по всему, тут прошло минимум, не знаю, лет 10-20, сколько там.
Они хотят, чтобы ты поиграл с Мишкой. Ты обижаешь хозяев этого места. Интересно, есть ли реальная угроза? Довольно странные ребята, и я, честно говоря, не вижу логики в том, что они делают. Они нас вначале заманили сюда, притом очень глубоко в больницу. А теперь происходит вот это. Типа зачем? Ну май. Давай, финалочку! О, господи, они гнались за мной. Нужно валить отсюда как можно скорее. Погоня. Просто бежать к выходу. Тим, просто к выходу. Зачем я вообще приехал сюда? Это была ошибка. Какого чёрта? Да что ты? Главное не останавливаться. Я столько бродила по этим дурацким коридорам, что уже наизусть помню, как отсюда выбраться. После того, как Тим опубликовал это видео, полиция заинтересовалась этим местом. Они отправили туда сотрудников, чтобы проверить это место. Они нашли кучу документов, техники и одежды людей, пропавших без вести. Множество родственников и друзей тех, кто пропал без вести, чьи документы нашли, также поблагодарили Тима за то, что он, пусть и случайно, но все-таки что-то сделал. Окей. Скажем так, не худший способ провести вечер. Ладно, это было неплохо. По крайней мере, это не худший хоррор, в который я играла. Конечно, бы поменьше матов. Реальная угроза. Но, боже упаси, не с патрулирующими монстрами. И было бы неплохо, если бы хоть что-то было видно. И все. Было бы идеально. Спасибо, что играли. Спасибо, что досмотрели. На этом все. Услышимся.